Ну что ж, ребята, сегодня мы на Саарома, потрясающем острове Балтийского моря, который таит в себе множество разных интересностей. Он же первый по величине остров Эстонии и родина Фадея Беллинсгаузена, одного из первооткрывателей Антарктиды. В этом выпуске мы проедем весь остров вдоль и поперек, изучим единственный на острове город, посмотрим на космические останки прошлого, попадем в местную Голландию и еще много чего интересного. Как говорится, хорош рассказывать, давайте начинать показывать. Только 15 километров в час. После 30-минутной переправы мы оказываемся на Муху. Это соседний и третий по величине остров Эстонии. При площади в 198 квадратных километров здесь проживает всего чуть меньше 2000 человек. Он славится не только своей природой и спокойной атмосферой, но и страусиной фермой, о которой мы поговорим чуть позже. Первым делом я направился в музей Муху. Здесь он известен прежде всего как месторождение писателя Юхана Смула. Но мне лично больше была интересна сама деревня, которая является одной из ярчайших примеров хуторской архитектуры Эстонии. Вначале все уже выглядело неплохо, но когда выглянуло солнышко, стало прям вообще хорошо. Всего в 6 километрах отсюда располагается и страусиная ферма, одна из главных достопримечательностей эстонских островов. Она представляет собой небольшой зоопарк с экзотическими животными. Да, Вместе с тем здесь есть и кенгуру, и зебры, и много других животных. их можно покормить овощами. Что, ребят, морковка, обед, оба. А главных любимцев этого острова – кукурузными зернами. На самом деле, увидеть страуса вживую – очень интересный опыт. Вопреки моим ожиданиям, они оказались намного больше, чем я их себе представлял. Плюс они такие забавные и любознательные. В общем, получается такая маленькая Австралия, которая работает уже более 20 лет. Ну а мы двигаемся дальше и доезжаем до Вейна-Там, удивительной сааромской дамбы, которая соединяет острова Муху и Саарома. Раньше попасть на острова можно было либо на лодке, либо зимой, когда проливы замерзали. Но в обоих случаях все сильно зависело от погоды. В связи с этим, во второй половине 19 века появилась идея проложить меж островов дорогу. Торжественное открытие после 2 лет постройки состоялось в 1896 году, и с тех пор эта дамба неоднократно реконструировалась. Ее протяженность составляет 3,5 километра. И теперь, проехав по дамбе, мы официально на Саарома. Размер острова составляет около 88 километров на 90. Однако на карте он совсем не похож на квадрат. Все дело в береговой линии, которая полностью изрезана далеко выдающимися в море полуостровами. В прибрежных водах Саарома насчитывается целых 710 островов. Это половина всех островов Эстонии. Еще, как бы странно это ни казалось, Саарома является самым настоящим центром Европы. Да-да, не удивляйтесь. Многие столетия ученые из разных стран пытались вычислить, где же находится истинный центр Европы, но результаты из года в год отличались. На такое звание претендуют Словакия, Германия, Украина, Беларусь, Литва, Польша и многие другие страны. Но как же так получилось? Все дело в том, что границы Европы не вписываются в строгий прямоугольник или квадрат, а если принять во внимание все острова и полуострова, такие как Шпицберген, Исландия, Крит и так далее, то появляется и место для различных вариантов. В конкретном же случае с Саарома расчеты вели, приняв во внимание самые отдаленные точки – Азорские острова в Атлантике и архипелаг Земля Франца Иосифа в Арктике.
Вот таким интересным, но очень спорным географическим фактом может похвастаться этот удивительный остров. При площади в 2673 квадратных километра на 2025 год на нем проживает почти 32 тысячи человек. Самое интересное, что ровно половина жителей живет в столице острова, в городе Куресаре. Его особенность в том, что он является единственным городом на острове, статус которого он получил в 1563 году, спустя 182 года после первого письменного упоминания. В то же время был возведен замок Куресаре, построенный из местного доломита. И сегодня Епископский замок в Куресаре, пожалуй, является главной достопримечательностью на всем острове Саарома. вход во двор крепости является бесплатным для всех. Однако для посещения внутреннего музея придется приобрести билет. Честно, внутренняя экспозиция меня не очень интересовала, так как вокруг замка располагался просто потрясающий парк. Его любопытная особенность – деревья с разных концов света. Липы, вязы, каштаны и даже пробковое дерево. Всего 35 видов. В нем также установлен фонтан и обустроена небольшая детская площадка. Здесь можно очень приятно провести время, любуясь замком со стороны. Этот парк выходит прямо на главную улицу – Лосси, которая переводится как «замок». Вдоль нее расположены небольшие 2-3-этажные дома, а в конце нас встречает Ратушная площадь. Центральная площадь по-своему старый город. Здесь есть ратуша, башня, с помощью которой раньше взвешивали товар, и, конечно же, церквушки. Все окружено множеством баров и ресторанов. Сейчас башня работает в качестве ресторана. А прямо в центре расположился великолепный тротуарный фонтан, такой же миниатюрный, как и многое в этом городе. Я бы сказал, что именно здесь, пожалуй, и происходит главная движуха города. Всего в 100 метрах от площади находится крупный продуктовый магазин, а это значит, что пришло время выполнить то, о чем я так долго мечтал. Да, я должен был это сделать. Так, а что я должен сказать после этого? Теперь я выпил воду Саарома на Сааром. Теперь я выпил Саарома весь на Сааром. Теперь я выпил воду Саарома на Саарома. Ну вы поняли. Думаю, самое время упомянуть, что современный облик курортного города Куресаре получил во время нахождения в Российской империи с 1721 по 1917 года. Постепенно здесь был построен курорт высшего класса, пользовавшийся популярностью среди высших слоев общества того времени. По сегодняшний день Куресаре остается популярным туристическим направлением и одним из крупнейших курортов Эстонии, где люди из самых разных стран принимают множество современных курортов. В основном они расположены на берегу и представляют собой спа-отели с бассейнами, банями и всем набором привычных удовольствий. Здесь отдых идет в том же ритме, что и море за окном, спокойно и размеренно. Кстати говоря о нем, благодаря мелководному заливу, окружающий город, вода здесь прогревается намного быстрее, чем в других местах Эстонии. Конечно, этим я решил воспользоваться. А сколько бежать? Хоть главный пляж покрыт песком, что на самом деле огромный плюс, за буйками все дно покрыто илом и водорослями. В целом, по общим впечатлениям, ставлю пляжу Куресаре 4 из 10. Как говорится, тем временем стемнело, и неожиданно наступил следующий день. А это значит, что теперь пришло время исследовать и сам остров. Начнем мы, пожалуй, с его самой южной части – косы Сырва. Находится она на одноименном полуострове, первое упоминание о котором датируется, внимание, 1234 годом. Это идеально. Так вот, на конце этого 32-километрового полуострова находится маяк Сырва, считающийся одним из старейших в Эстонии. Ведь впервые он был установлен в 1646 году. Изначально маяк был деревянным и имел высоту всего 35 метров. Однако после последней реконструкции в 1960-х годах его высота увеличилась до рекордных 53 метров, что сделало его самым высоким маяком Эстонии над уровнем моря. Он же, кстати, является самым популярным маяком Эстонии. В среднем его посещают более 27 тысяч человек в год.
Рядом с ним находится трехэтажное здание, которое является туристическим центром. В целом, ничего необычного, кроме флага, развивающегося на ветру. Он сразу зацепил мое внимание, ведь это же тот самый вариант скандинавского флага Эстонии. Но что же он тут делает? Оказывается, это флаг виртуального королевства Торку. Если что, виртуальное королевство — это такая полушутливая страна, которую никто всерьез не признает, существующая в основном в интернете или в воображении ее создателей. В нашем случае — королей. Да, за 33-летнюю историю этого королевства здесь уже успела смениться власть. Думаю, нет смысла вдаваться в подробности этой страны, ведь сам факт того, что их валюта, талер Торку, привязана к цене пол-литра водки из местного магазина, говорит о многом. На другом конце острова, в 90 километрах от маяка Сырве, находится обрыв Панга. Красивое место. Обрыв Панга по большому счету является частью Силурийской скалы, длинного ступенчатого уступа, который начинается на шведском острове Готланд, отдельное видео о нем есть у меня на канале, и, проходя через Балтийское море, выходит на поверхность на западном побережье Саарома. Самая высокая точка обрыва Панга – 21 метр. Именно здесь находится древний жертвенный камень, который переоборудовали в солнечные часы. Обрыв интересен своей структурой. Плотность его слоев различна. Иногда можно встретить трещины, а иногда слои спрессованы. Вдоль обрыва проложена почти 3-километровая походная тропа, которая также может похвастаться захватывающими видами. На этом моменте самое время рассказать, что обрыв Панга, как и наши следующие остановки, входит в Сааромское туристическое кольцо, туризми Пимаринг по-эстонски, что дословно значит туристический молочный круг. Честно говоря, кроме того, что названия достопримечательностей здесь нанесены на молочные бидоны, я так и не нашел объяснения, почему он именно молочный. Ну, вы знаете этих островитян. Как бы то ни было, следующим звеном этого кольца являются ветряные мельницы Англа. Некогда на Саарома были сотни ветряных мельниц. На туристических картах осталось много соответствующих обозначений, но 5 экземпляров, стоящие здесь, остались последними рабочими механизмами и являются символами острова. Из этих 5 мельниц 4 являются типичными сааромскими стержневыми мельницами. Именно такая изображена на ранее упомянутой бутылке Саарома Веси. А посреди них стоит одна голландская. Ее легко можно узнать по более крупным размерам. Она же является самой молодой мельницей на Саарома. Ей 98 лет. Забыл сказать, что проход на территорию музея платный. В общем, тут билет стоил 6 евро, но мне дали вот такой билет, где, вы, наверное, можете заметить, написано 3 евро. Прикол в том, что у меня типа 2 билета, и это... То есть вместо того, чтобы просто поменять в фотошопе здесь циферку на 6, они сделали, как будто бы я купил 2 билета, но это был один билет. Типа я купил билет за 6 евро, одну штуку для одного, а тут 2 по 3, ничего не понятно, если честно, но очень интересно. Хоть все эти мельницы были построены в начале 20 века, их удалось сохранить в прекрасном состоянии, что сегодня позволит нам не только осмотреть их снаружи, но и зайти внутрь. Давайте сначала зайдем в маленькую, эстонскую. Самое прикольное, что все можно потрогать, рассмотреть все механизмы, огромные зубчатые передачи и даже выйти на балкон. Сначала на французский, а потом и на самый настоящий. Хоть внутри тесно, но зато очень интересно. Теперь давайте сравним с большой, голландской. В ней воссоздана обстановка начала 20 века, то есть того времени, когда она была построена, а также расположена экспозиция, дающая представление о бытии и ежедневной работе мельника. В ней намного просторнее.
Конечно, только мельницами это место не ограничивается. Снаружи можно увидеть старинные сельскохозяйственные машины, инструменты ручного труда, использовавшиеся эстонскими крестьянами в былые времена, а также множество хуторских животных и птиц. Рядом расположен музей с кафе, где можно подкрепиться и ознакомиться с внутренней экспозицией. Второй бидон молочного круга полностью посмотрен. Остался последний. Кали-кратер. Ну что, посмотрим первый раз в жизни на кратер. Ну, он больше, чем я думал. Пожалуй, единственная для многих веская причина приехать на Саарома – посмотреть на самый настоящий кратер, образовавшийся после удара метеорита несколько тысяч лет назад. Это одна из интереснейших природных достопримечательностей всей Эстонии. Изначально из космоса летел огромный метеорит массой до нескольких тысяч тонн, и после захода в земную атмосферу из-за ее трения распался на высоте около 10 километров. До Земли долетело 9 обломков, включая самый крупный из них, массой в несколько десятков тонн. Во время столкновения с Землей местные жители уже заселенного тогда Саарома ощутили мощь, сравнимую со взрывом атомной бомбы. Крупнейший осколок образовал самый большой кратер из всех 9 – Кали. Сегодня он представляет собой зеленоватое озеро почти идеальной круглой формы. Глубина всего кратера 22 метра. Неудивительно, что оно считалось священным среди эстонцев, живших в дохристианскую эпоху. Озеро окружено земляным валом 16-метровой высоты и диаметром 110 метров. И все это дело признано наиболее эффектным кратерным полем во всей Евразии. Не знаю, кто так решил, но я с ним определенно согласен. Еще хочу вас поздравить, дорогие зрители. Вы, как и я, полностью посмотрели Сааромский туристический молочный круг. Ачивка выполнена. На этой замечательной ноте самое время подвести итог. Вся поездка заняла у меня 2,5 дня. Просто не верится, что так мало. То, как много крутого и интересного Саарома смог преподнести за столь небольшой промежуток времени, точно делает его кандидатом на компактную, но невероятно насыщенную поездку. Хоть остров, на первый взгляд, и кажется небольшим, все туристические объекты буквально разбросаны по всем концам острова, и за пару дней я наколесил более 400 километров. Если вы сомневаетесь, ехать на этот остров или нет, или если вы вообще только что узнали о существовании этого острова, то я могу сказать только одно. Приезжайте. Оно того стоит.